Все отдыхают, отмечают праздник, сегодня день металлурга. А мы шпилим сейчас в поисках запчастей, потому что вчера ночью заскрипела шаровая. Вот. И теперь нам надо найти. Опять же вопрос стал найти контракт или новую. Я очень долго сомневался. И хочется понадежней. Но опаска. Запчасть БУ, а элемент важный в этой машине. Поэтому я решил, что я куплю новое. По цене не сильно дорого. Если отдать сервис заменить, то где-то в двушку все встанет. В 2300 вот так вот. Смотря куда попадете. Плюс сегодня воскресенье, все закрыто. Мне машина нужна, поэтому я буду делать сегодня сам. Вы увидите это, как это сделать самому. Быстро. И без сервиса, самое главное. Такая вот шаровая, ЦТРовская, корейская. Что там больше не было никаких в магазине, только такая. Я решил не заморачиваться. ЦТР в принципе ходит, сильно не насиловать, конечно. То есть я имею в виду постоянно боком не рулить. 1065, да? Сейчас распаковочки же любите, да? Сейчас вот вы посмотрите. Что тут? Вот такая шаровая. Запечатанная. Вся новая. Все, отправляемся в гараж ставить. Кстати, с утра звук пропал, что самое интересное. Я хотел утром попросить помощника, чтобы он рулем покрутил и проверить, что действительно это шаровая и все такое. А звук пропал. В смысле, это предсказуемо на самом деле. Такое часто бывает, когда ищешь посторонние звуки, скрипы, свищи и так далее. То есть вот надо помощника, и скрип пропадает. Это очень часто такое. Но я не буду ждать того момента, пока она оторвется и у меня подлетит колесо под капот. Вот это вот треск, это маленький звоночек, что друганя, ты мозга не еби, а давай-ка поменяй. Иначе включится функция самоотхлебывания. И она поменяет себя сама, просто отломается и все. Так что все. Болт, гайку крепления поперечного рычага, вот эту, два вот этих болта и тягу рулевую. Все. Но перед этим надо смазать их в ВДшках обязательно, иначе начнется. Выворачиваем руль. Все, болты в ВДшке все. Сейчас это вот все, что мокрое, мы ослабляем и выбиваем.
старая шаровая. Вот такая вот она. Сейчас надо посмотреть, контрактная это или, то есть уже какая-то ЦТРовка была. В общем, производство Масума шаровой, если видно. Ну, что могу сказать конкретно по Масуме? Это производитель, по-моему, японский. Но, как, заказчик японец, страна-производитель Китай. То есть, основными потребителями сегодня ключевыми рынками для бренда Масума являются Китай, Малайзия, Россия обязательно. Люфт. Да, она подклинивает, вот если видно. Вот она. Но не скрипит, что странно. Сейчас я взорву этот пыльник, он мне не нужен. Тем более, вот он пробитый уже, как видно. Сейчас посмотрим, что внутри. Вот он, смотрите. Сейчас. Вот это вот беда, ребята. Это все. Вовремя, видите, хорошо, что не стал ждать ни секунды, а сразу начал менять. Сейчас разрежем шаровую. Ну, как видно, шаровый хана все. Очень вовремя я прям спохватился. Так что, ну, по Масуме ничего не могу сказать. В принципе, качество у них такое же, как у ЦТР, ну, может, чуть получше. Опять же, сколько людей, столько отзывов. У некоторых даже 80 тысяч отходило вот эти такие шаровые. Вот. Здесь шаровая, мининая, потому что вот этот вот, это оригинальный сам кулак. Ну, не кулак, а сошка ее правильно назвать. Потому что вот такими буквами только оригинал, насколько я помню, отличается. Ну все, сейчас покажу новую еще раз. Ну что, у нас ЦТРовская шаровая новая. Вот она запечатана. Уже видно вот следы какие-то непонятные. А, это смазка. Сорян. Это смазка. Значит, ну, тугая прям очень сильно. Очень тугая, прям нереально. Вот я только расходил. Ну, люфт вообще нулевой. Никакого вообще люфта нету. Хотя некоторые говорят, что у них даже у заводских бывает люфт. Все это неправда. Пыльник оставляю этот, не буду менять его. Пускай этот стоит. Ну, качество металла я вам ничего не могу сказать. Это корейские, а не запчасти. Сами понимаете, сейчас корейцы вышли вообще на хороший уровень. Посмотрите, какие у них красавицы тачки. И как бы ездят, и знаете, тоже сильно не слышно, чтобы они жаловались там на них. Поэтому, в принципе, они все узкоглазые, мне кажется, они, насколько они видят, настолько они и делают. Поэтому, не знаю, на 1030 ее точно хватит. Так что, сборку, не знаю, нету смысла обратно показывать. Сборка, обратно снять, как бы, не вижу смысла тратить ваше время. Ну что, ребята, вот таким вот способом можно заменить своими руками шаровую, чтобы не отправляться в сервис. В принципе, как вы по видео поняли, это, ну, это максимум час. Если даже у вас прикипят абсолютно все гайки, это будет всего максимум час. Ничего сложного, так что, пожалуйста, пользуйтесь.